Так, буду начинать новую торговую сессию. Вчера закрыл день с балансом 128,5. То есть сегодня у меня на день лимит примерно 123,5. Так, открыл торговый терминал. Сейчас буду просматривать монеты, которые сегодня у нас ходят. Так, я только что еще смотрел, была здесь монетка Боб, но она пропала. Давайте я сразу ее добавлю, пока не забыл. М, Боб, если я не ошибаюсь, возможно, вот это она. Посмотрю, возможно, здесь будут какие-то интересные ситуации для торговли. Изначально первое впечатление, мне нравится здесь зайти в лонг. Она очень сильно ходит в процентном соотношении. Вот этот диапазон примерно 4%. Что будем наблюдать. Так, давайте посмотрю еще и другие монеты, которые сейчас в топе. Давайте сразу открою по объему. По объему у нас AXL и Hype. Кроме стандартных биткоина, Solana, которые в топе по объему ежедневно. AXL и Hype. Также их добавлю. Посмотрим на них. AXL есть. И третья монетка Hype. Hype, вот она. Кстати, на хаях сейчас остановилась. Мгм. Ну вот эта монетка Боб, и мне понравилось уже даже сейчас зайти по-быстренькому в лонг. Но мне нужно подождать чуть больше. Я примерно заходил бы вот примерно в этой зоне. 63. Да, около 63. Так что, ну, нужно не пропустить. В идеале здесь несколько свечей остановки цены. Потом бы я начал заходить. Если начнет отыгрывать мой сценарий, я разберу вот эту ситуацию более подробно. Так, тут монетка XL у нас. Прямо сейчас падает. Смотрим на нее. Подошла к уровню поддержки. И, возможно, сейчас будет какое-то замедление. Кстати, сколько в процентах? Вот это падение. 6%, даже 7% возможно. Просто без откатного падения. Но тут нужно немножко подождать, как мне кажется. Тут пока просто ждем. Ну, сейчас. Так, раз. Все, микрофон работает. Смотрим. Тут. Вообще сценарий, кстати, у меня сохраняется. Если сейчас начнется дальнейшее движение вниз, я бы заходил. Возможно, тут даже объем меньше обычного взять, потому что очень сильно волатильный график. Тут у нас ничего интересного, тут просто началось замедление возле уровня поддержки. Ну, кстати, я бы такой бы здесь, возможно, и лонганул бы немножко. Хотя бы на процентик.
вот такую быструю сделочку попытаюсь взять, потому что после такого резкого падения, как мне кажется, большинство будут торговать на пробой вот этого уровня. Я просто возьму небольшой отскок, чтобы побрело тех, кто лонгует. И, в принципе, вот все. Я закрылся. Эй. Можно, пожалуйста, меня закрыть? Все тут на какую-то маленькую часть. Да закрой ты, пожалуйста, остатки позиции. Так, сейчас посмотрим, сколько эта сделочка принесла. Почти доллар, чуть меньше 90 центов, потому что я не полностью закрылся, я не успел перевести, скажем так, с долларов в токены, чтобы закрыться сразу же. Но в любом случае, отлично быстрая сделка первая. Так, смотрим здесь. Вот здесь, кстати, идеальный вариант. Я тут примерно так же. Процентик бы, наверное, взял. Вот. Посмотрим. Так, тут логика сделки заключается. В принципе, я боюсь только, что меня каким-то сквизом может сейчас закрыть, но логика сделки заключается в похожее, как и прошлое. Было резкое падение. В принципе, большинство трейдеров любят торговать по тренду, поэтому я думаю, что здесь будет больше шортистов. Был какой-то вот здесь небольшой уровень поддержки, который начал плавно пробивать, тем самым дая возможность зайти в шорт. И сейчас, как мне кажется, в принципе, есть вероятность, что пойдет дальше вниз. Поэтому, но здесь, кстати, нету прям возможности зайти с коротким стопом. То есть нету какого-то хая, за который шортисты могут спрятать. А наоборот, если в лонг, то есть. Это как бы небольшой этот факт против нас играет. Так, давайте сразу выставлю в монетах take profit. Посмотрим. Вот примерно вот здесь уже шортили. Я хотел бы взять. Наверное, тут 1 к 1,5, возможно, даже получится. Опа, меня закрыло быстрым сквизом. Да, неприятно. Но я здесь так вспомнил правило, что если меня закрывает на монетке первой сделкой в убыток, я эту монету не торгую на этой торговой сессии. Обидно, кстати, что такое волатильная монета. Она очень дает хорошее движение. И, кстати, в моменте мог забрать свои $1,5. Но хотел чуть больше движения взять. Ладно. Ладно, все, эту монетку мы смотреть не будем. Тут у нас, кстати, можно было даже еще раз зайти, но было уже опасно, так как началось было пробитие вот этим резким движением. Посмотрим, какие монеты еще у нас есть. Обнови. Сколько у меня? Почему она не обновляет? Я ж закрылся, одна сделка в убыток закрылась. Это странно. $129. В смысле, я вообще заходил? Я же заходил. Почему у меня? Боб. Пункты, прибыль. Я не понял. Я не понял. Ну вот, а Excel, это первая моя сделка. У меня закрылась она, в принципе, да, 97 центов, там минус какая-то комиссия, 90 центов, как я говорил. А почему вот эта боб у меня закрылась 20 центов прибыли?
если она была убыточная. Меня ж вот здесь должно было закрыть. Как мне показалось, цена двинулась резко вниз, там, возможно, вот тогда посмотреть на записи. Сработал стоп-лосс, но был очень резкий выкуп, и меня закрыло выше точки входа. Хм. То есть я правильно понимаю, стоп-лосс сработал, но сработал, меня закрыл вот здесь. И это, кстати, тот редкий пример, когда стоп-лосс не срабатывает, ну, на моменте, там, где ты поставил, а сработал в мою пользу. Ну, в большинстве случаев, если просто резкое падение продолжается, стоп-лосс мой мог вот здесь не сработать, а где-то закрыть меня вот здесь. И уже риск у меня был бы там, не доллар и два, например, на сделку, а 2-3 и больше. Все зависит от резкого падения. Так что это нужно учитывать. Тут у нас продолжается какой-то небольшой рост. Но есть такое чувство, что цена замедляется. Возможно, сейчас будет такое как бы нисходящее движение. Я бы на этом думал лонгануть. Но вот, кстати, это свеча на процент. Я примерно думал дождаться несколько еще красных свечей и взять процент движения вверх. Но вот только что прямо оно выстрелило, и поэтому я эту монетку не торгую. А вот это, кстати, ситуация, то, что я говорил, если я словил убыток, я здесь больше не торгую. Но я даже не знаю, как его считать, потому что вроде по фактически у меня здесь убытка нету. Только вот этим сквизом меня закрыло, но убыток я не получил. Кстати, летит тут к профиту. Я примерно поставил бы, примерно, да. Ну все, я бы закрывался об круглый 64. Эта сделка должна была быть профитной, если бы не было вот этого аномального какого-то сквиза, который закрыло вот такой нестандартной ситуации. Так, посмотрим, какие монеты. Давайте по волатильности, точнее по изменению в процентах цены за последний час. Смотрим, вот какая, ну давайте первую я добавлю, init или init. Сразу себе ее добавлю, чтобы подробнее открыть графики, посмотреть. Так, есть. Прям сейчас она 2 часа растет уже. Ну, не, чуть больше часа. И сейчас на хаях. Практически без откатов. Просто вертикальный рост. Такой мне нравится. Так как шортисты при первой какой-то остановке цены много трейдеров, как мне кажется, будут шортить. Нужно только минут 5-10 постоять на месте, и будет уже очень много людей торговать в шорт. Уровней сильных на часовике мы прям не видим, но вот здесь какой-то есть. Примерно 76, где мы и остановились. Давайте пока оставим эту монетку, добавлю еще, если есть что-то интересное. Но пока прям интересно, я больше ничего не вижу. Вот это монета очень интересно обыграла. Было резкое падение. Я здесь-то взял небольшое движение, но было резкое падение. Вот на вот этом спуске был максимальный страх. Тут я понимаю, почему люди шортили, так как ну, есть уровень, которому поджимается цена резким падением. И тут, в принципе, можно было особо также без рисков шортить с маленьким стопом и брать потенциальный пробой на много процентов. Ну и всех, кто так делал, на 3% движения в обратную сторону, всех забрало, всех закрыло по стоп-лоссу.
Тут мы смотрим, тут просто цена остановилась на максимумах. Тут я жду какую-то остановку. В идеале большой какой-то сквиз, процентика на 2, на 1,5, и просто его вкатать. Вот тогда, как мне кажется, заходили бы здесь в шорт-трейдеры. Так, еще одно пустое место у меня под монетки, кстати, давайте посмотрим. Вот это, кстати, вот эта монета, которую я торганул, первая моя сделка, она сейчас топ-1 по росту. Она дала сколько это? 70% за последнее время, 70%. У меня такое чувство, что мы уже сейчас, сезон начался. Потому что уже примерно неделю много монет дают по 10-20%. Иногда вот такое стреляет процентов что-то на 50. Но я не уверен. Так, какие тут еще монетки? Вот это стоит на хаях на... Сколько тут в процентах? От 2 до 3%. Вот этот рейндж. Даже больше 2%, можно сказать. Тут я торговать пока не буду. Слишком долгое накопление. Также можно очень долго ждать с него выход. Тут я просто посматриваю. Может, какие-то аномальные движения будут на тех монетках, которые я добавил. Форткоин. Форткоин у нас растет. Кстати, если часовик его открыть, он же у нас... он уже был примерно. Вот это я думал, возможно, это новый какой-то сильный рост глобальный. Но он, кстати, идет еще не очень прям так, чтобы быстро. Он может намного быстрее ходить. Но довольно-таки плавный рост. Поэтому, как мне кажется, здесь в идеале трейдерам большинству хочется зайти в лонг. Но я пока на минутке не вижу такой возможности. Это только если подойдет какую-то вот сюда зону поддержки. Тут будет зеркальный уровень плюс уровень поддержки. То вот здесь примерно уже много заходили в лонг. Так что если цена постоит в этом диапазоне, я буду шортить. Продолжается как будто движение новое. Нет, эта монетка очень мало ходит в процентном соотношении. Сколько вот здесь процент? Ну да, стоит в каком-то рейнже плюс-минус процент. И она в топе, но не прям очень высоко. В топе по росту. Так что, кстати, вот тут-то вы купили все вот это падение. Первые мысли, что рост будет продолжаться, покупатели до сих пор сильные. Но, кстати, если весь вот этот рост мы выпродаем, то вот здесь, скорее всего, уже люди начнут шортить. Но желательно это все делать не очень прям быстро. Но как минимум вот этим резким сквизом, как мне кажется, внимание к этой монете уже привлекли. Форткоин подходит к какой-то зоне, о которой я говорил, но в идеале, конечно, мне в идеале быстрое движение, но я так подумал, если начнется быстрое движение к этой зоне, это, возможно, нагонит страха.
потому что тогда возможен пробой, почему так резко подошло. Если какое-то стандартное снижение, как вот сейчас происходит, и главное, чтобы сейчас началась остановка цены, и там плавно она начала двигаться либо немножко вверх, либо просто вправо, то тогда можно было бы уже захотеть здесь в лонг с хорошим соотношением, с каким-то стопом вот в 0,5%. Так что, в принципе, вот здесь, если цена постоит, будет отличная шортовая сделка. Тут-то нужно ждать. Хм. Вот здесь, в принципе, также лонгануть можно было бы. Но уже начался откат. Я вот, кстати, если минутку открыть, я примерно вот здесь еще смотрел на лонг, да, вот здесь. Тут можно было бы небольшое движение взять. Но сейчас уже соотношение не очень. Даже если мы будем брать какой-то вот сюда, то нам нужно большой стоп-лосс делать. Нет, тут сейчас мне соотношение уже не нравится. Поэтому, скорее всего, будем здесь просто наблюдать дальнейший рост, но без позиции. Тут у нас вкатало. Вот, это хорошо, что здесь цена замедляется. Видите, вот резкие какие-то красные свечи постепенно стают все меньше. И так что здесь пока все идет по сценарию. Но нужна небольшая остановка, чуть подольше, скажем так. Посматриваю, нет ли новых каких-то монет, которые дают хорошее движение. Вот эта монета и нет. Я подумал, у меня она открыта или нет. Вижу интересную какую-то ситуацию на скринере, но хотел чуть подробнее посмотреть. А это вот эта монета. Тут мы пока ждем. Кстати, так, вот здесь уже началась остановка. Возможно, уже даже здесь. В принципе, можно лонгануть. Хотя, кстати, наверное, да. Зашел я в лонг со стандартным стоп-лоссом в процент. Я просто пытаюсь поставить себя на место шортистов. То есть, если бы я хотел вот здесь зайти в шорт, где бы я заходил? В принципе, на вот этом даже на таком снижении мне уже есть чувство, что мы можем дальше пойти, дальше выпродать весь этот рост. Именно поэтому я решил, что здесь довольно хорошее место для захода в шорт. Так как может быть довольно-таки быстрый импульс дальше, и возможно я не зайду там, если захочу ниже заходить в шорт. Поэтому я на месте шортистов решил не рисковать и просто зайти вот здесь, там с каким-то стопом в процент. Даже еще немножко добавлюсь вот здесь, чисто потому, что я хотел поставить take profit чуть ближе, чуть меньшее движение взять, чем 1%. 3.19 и закроемся мы процент от вот этого движения. Это примерно 63. 75, 63, ну 65. Вот здесь поставим take profit.
И, наверное, нужно стоп-лосс немножко подвинуть. Главное, чтобы меня сейчас не забрало резким движением. Ну да, кстати, вот за вот этот небольшой перехай, в принципе, можно было бы стопы спрятать, если бы шортил. Поэтому, как мне кажется, вот это место хорошо. 75,5 даже. Наверное, take profit чуть ниже поставлю. Мне кажется, вот это место прям хорошее для того, чтобы спрятать стоп, если начинаем шортить. Плюс такая небольшая круглая цифра. За нее мы и поставим наш take profit. Плюс, если мы пробиваем вот этот, скажем так, уровень и быстро вкатываем, в принципе, шортовые настроения сохранятся. То есть можно будет еще забайтить, скажем так, шортистов на перезаход. Интересно, здесь сделка. Также на 5-минутке уже тоже. Когда я смотрю на 5-минутку, тут уже особо не уверен, продолжится ли дальнейшее движение вверх. Включи. Так, смотрим. Ну, здесь, да, в принципе, хорошая сделка. Просто я бы наблюдал дальше за ней. Тут у нас просто ничего особо интересного не происходит. О, кстати, вот эта остановочка-то, о которой я говорил на форткоине. Давайте я, наверное, просто зайду по ней. Так, по форткоину. Тут нужно немножко ближе поставить стоп-лосс и take profit. Сейчас быстренько в токенах выставлю take profit. 187 и 1. Примерно вот сюда. 55, 7, 55. Вот тут. И я зашел на повышенный объем, потому что здесь, скажем так, цена уже близко подбиралась. Ну и, соответственно, я подвину стоп-лосс, чтобы риск у меня был такой же. Ну вот, примерно, как мне кажется, нормальная сделка. Тут, к сожалению, у меня подходит к стоп-лоссу, может забирать резким сквизом. Но по-прежнему я рассчитываю, что должен быть какой-то резкий откат на процент как минимум, чтобы собрать тут стопы. Но, кажется, меня уже закроют к тому времени, да? Да. Меня здесь закрыло в убыток. Я немножко подвинул стоп-лосс, поэтому изначально не такой большой убыток здесь был. Но, похоже, я ошибся. Или здесь не, в принципе, если так посмотреть на истории, я бы все равно заходил здесь. Эта сделка по моей стратегии и, как мне кажется, довольно хорошая. Возможно, просто по статистике, скажем так, технический стоп-лосс. Так. Там у нас цена просто стоит. За вот этой монеткой я бы еще понаблюдал. А вот эту, по идее, я торговать больше не буду. Это что? И нет, кстати, блин, к сожалению, это та монетка, которая в скринере топ-1. Он стоит на месте. Монетка фан.
и AXL. Интересные. Fun и AXL. Давайте добавлю их. Так, вместо юнита точно можно добавить, например, Fun. Есть. И AXL я хотел еще себе добавить. Давайте вот вместо этого. Это мне не особо нравится, как сейчас торгуется хайп. AXL. Не понял. Это прикол какой-то. У меня Excel уже открыт. Эх, ладно. Ну, значит, по Excel я рассматривал здесь лонг, если цена резко вкатает вот этот какой-то рост и начнет установку вот здесь чуть ниже. Создастся впечатление, как и на прошлых накоплениях, что было какое-то восходящее движение, его резко вкатали, было восходящее движение, его резко вкатали. Если начнет вкатывать примерно вот там на 1-1,5%, то тут будет иллюзия, что вкат, точнее дальнейшее движение вниз продолжится. Я бы на этом попытался поиграть и лонгануть. Но, к сожалению, возможно, сейчас и... Нет, все это уже не актуально, потому что все вот это накопление, 2% движения вверх, так что здесь всех шортистов уже точно побрили. Тут у нас потихоньку идет к профиту. Кстати, здесь могут быть и более резкие движения, потому что я смотрю, очень долго цена стояла на месте, так как тут возможен и импульсное движение, чтобы собирать стопы. У меня стоит на 55. Так, ну походу можно и на 45 поставить, как мне кажется. Потому что люди любят ставить стоп-лоссы за круглые числа. То есть, если бы я стоял здесь в лонгах, возможно, я поставил бы стоп-лосс на 27,5 просто, потому что 27,6 четко коснулось. Надеюсь, это была не ошибка. Я захотел взять немножко больше движения. Чисто потому, что обычно пробивается. Но в принципе, да, кстати, вот тут есть и объем большой. За него, ну, такой чисто для вида, но за него, в принципе, могут прятать стопы. Так что здесь пусть стоит. Вот тут у меня take profit. Кстати, помните, я говорил, что здесь отмена сценария, так как шортистов всех побрили именно резким импульсом. Но если сейчас будет плавный вкат в шорт, то, возможно, вот этот весь рост можно будет как-то привязать, ну, к этим резким выстрелам перед настоящими падениями. Возможно, тут также нарисуют страшную ситуацию, и здесь люди после вот этого импульса будут шортить. Но я понаблюдал бы просто пока за тем, как цена двигается. Но тут непонятная ситуация. Сейчас, я думаю, именно в этом моменте, если бы я увидел график, люди блонговали или шортили. С одной стороны, сейчас монетка на хаях, и в принципе, если мы начинаем пробивать какой-то уровень поддержки,
С другой стороны, ну и шортить здесь прям не очень хочется, потому что непонятно, будет ли отскочит или нет. А если шортить здесь не возникает желания, поэтому нужно сидеть в сделке. Нужно сидеть, пока не закрываться. Вот если бы было желание вот здесь шортить, и как мне показалось, вот здесь уже бы заходили шортисты, то есть большинство трейдеров торговали в ту сторону, в которой я. Возможно, нужно было просто по рынку закрыть сделку и не наглеть. Но такого желания у меня не возникало, поэтому пусть пока посидим. Кота и вот этот рост будет вообще идеально. Вот примерно минус 70%. Ой, 0,7%. Вот тут-то, как мне кажется, люди бы заходили, начинали заходить бы уже в шорт. На пробой 55. Так, и тут у нас идет уже к тейк-профиту. Точнее, почти закрыла. Будет ли резкий пробой на 55? На 27,5 точнее. Импульсное движение есть? Был импульсный, ожидал чуть большего. Но в любом случае закрыл по профиту. Уже неплохо. Вот тут еще одна сделочка намечается. Но, как мне кажется, нужно еще немножко подождать. А она не идет так, как я думал. Тут все же я был прав, кстати. Я помните, я вот здесь заходил, меня закрыло вот этим сквизом. На почти 5% движения. Понятное дело, я бы закрылся, потом какой-то процент 2 взял бы своих. Но глобальное движение, в принципе, рад, что анализ был верный. Возможно, все это движение еще было связано с тем, что трейдеры перезаходили, так как накопление было довольно большое, и если довольно большое накопление, то трейдеры любят перезаходить. Ну, там найдется большее количество людей, которые будут перезаходить при выносе их стопов. Так что я не удивлюсь, если даже сейчас еще какое-то будет выше движение. Ух. О, так. Эту монетку по форткоин пока мне уже не интересно смотреть. Стопы здесь собрали. Тут, скорее всего, будут какие-то новые ситуации рисовать, чтобы заманивать лонгистов или шортистов в определенную сторону. Это что? Это монетка фан. Просто стоит на хаях. Ничего особо интересного я здесь не вижу. Вот тут мне продолжает нравиться. Я все же попытаюсь взять здесь лонг. Но для этого мне нужно еще немножко больше красных свечей, чтобы, как я говорил, была иллюзия еще одного такого вот падения. Вот здесь, в принципе, уже можно было лонгнуть. Были какие-то зачатки, но я здесь поздно увидел. Или забоялся, я точно не помню. Я здесь, кажется, хотел еще чуть больше накопления увидеть. Вот если здесь не будет какой-то большой зеленой свечи, ее еще одной красным катают, то те, кто сомневается, куда здесь торговать, станут в шорты.
Ух. Так, на данный момент у меня торговая сессия в плюс или в минус? Думаю, в минус небольшой. И примерно на одном месте. Даже несколько центов в плюсе. Так. Интересно, интересно. Кто заходил с большими плечами вот здесь, тех побрело вот этим последней минутной свечой с квизом вверх. Начни пробивать вот этот канал. Я уверяю, много шортистов добавится. Давайте посмотрим, подумаем, если цена действительно будет идти вверх, то пробить вот этот канал будет хорошим решением, так как мы добавим количество шортистов. Параллельно, возможно, кто лонгует, поставит какие-то маленькие стопы вот здесь, на это прям незначительное количество. И на дополнительном топливе с шортистом мы дальнейший рост намного легче будет преодолеть. А если цена будет реально двигаться дальше вниз, то тут-то, кстати, будет хороший вариант. Реально резкое движение вниз, только без остановок и без откатов, просто сильное падение. Так что мне нужно точно будет ждать остановки цены. На остановках есть возможность зайти в шорт. Вот тут, видите, вот эта неопределенность, скажем так. Мы вроде подошли к уровню какому-то сопротивления. Цена дальше уже замедляется, не идет так сильно. И начинает сейчас какое-то зачатки движения вниз. Поэтому вот здесь как минимум лонговать уже страшно. Что я бы здесь просто попытался зайти прямо даже сейчас. В лонг. Нужна еще одна красная свеча, еще одна свеча, чтобы закрылась. Не понимаю, она как-то странно двигается. Я хочу прямо сейчас зайти в лонг. Но для этого мне нужно прям максимально, чтобы страха нагнала. А она вот эта зеленая свеча не дает уверенности, что сейчас мы будем падать. У меня какой-то сильный вкат вниз. Кстати, минутка закроется через 5 секунд и начнется новая. В идеале, если вот закроется красной свечой, новая откроется также красной. Все, зашел в лонг. Хотя ошибка. Я говорил, что я должен подождать остановку цены. А я зашел на импульсе. Это прям ошибка. Так что, в принципе, если у меня будет убыток, то это я считаю только импульсным движением вниз. Так как я не дождался остановку цены. Ладно. Хотя вот примерно сейчас как-то замедляется, но она замедляется возле такого мини-уровня какого-то, но я думаю, сейчас на это никто не смотрит. Просто посмотрите на 5-минутку. Выглядит максимально страшно. Ну, как минимум для лонга. Типа вот здесь лонговать, это мне было бы страшно. Вот так может продолжиться движение.
что, наверное, я взял бы здесь просто процент, если мне даст, и не нагрел бы, просто закрылся. А тут тем, кто вот здесь заходили в шорты, дает возможность процентом движения посидеть. Меня закроет, да, сейчас уже? Или нет? Ну, скорее всего, да. Потому что я уже не сильно верю в то, что даст возможность взять мне профит. Вот, кстати, не знаю, кстати, вот зачем это, наверное, нарушение. Я взял и добавился вот сейчас еще немножко в лонг. Кстати, сейчас быстренько в монетах выставлю, чтобы я мог быстро закрыть свою сделку, если что. 3, 6 и 8. Это, наверное, ошибка, да. Здесь ошибка была добавляться. Можно мне, пожалуйста, если вот здесь люди шортили, я просто, наверное, закроюсь в небольшой плюсик, если мне дадут такую возможность. Процент это 55,3. Даже, может, чуть ниже. Нет, похоже, нет. Либо же да. От 55,3 я бы закрылся, просто импульсно. Ну, тут может быть импульс, цена, в принципе, импульсами двигается. Кстати, еще и получается соотношение 1 к 1. Я хотел, наверное, потому что я усреднился чуть по лучшей цене. Но нет. Или да. Просто цена летает очень быстро. Так что тут, как мне кажется, уже рулетка какая-то началась. Даже по 25 поставлю. Не, ну тут реально, тут может быть любой сквиз случайный вниз, и меня закрывает. Поэтому, да, есть желание перезайти, но делать этого не нужно. Хотя и тяжело. Вот это самое обычное мое нарушение. Я здесь вообще не должен был перезахватить. Но решил. Еще один бит, еще и на повышенный объем зашел. Так, все. Просто, наверное, стоп-лосс на день. В принципе, да. Я начал 128 с половиной, так что у меня 50 центов. 50 центов у меня осталось. Это было просто очень сильное резкое движение. Ой. Я просто на эти 50 центов еще в одну сделку зашел. Так, я даже не знаю зачем. На эти 50 центов стоп-лосса, который у меня остался на день. Так.
Яркий пример того, как делать не нужно. Туда какой-то объем выставили. Так что в теории от него еще могут немножко зайти в шорт. Цена сейчас как будто решает, куда пойдет. Для нас будет хорошо, если начнется от него импульс вниз, как будто мы не смогли его пробить. И потом на развороте мы бы его пробили. Немножко добрался. Хотя здесь я хотел стоп-лосс подвинуть. Вот даже ниже я уже немножко небольшую часть, скажем так. Небольшая часть у меня выходит за рамки ежедневного стоп-лосса. Ой, только говорил, что не нужно торговать, если сделка закрылась в убыток. Больше по этой монете не заходите и все равно зашел. Да. Взять свой какой-то процент и не рисковать. Хотя если люди вот здесь шортят, вот, кстати, пока закрою вот это свой take profit. Да, в принципе, я верное место поставил. Я не хочу брать все движение обратное, просто взять нужно небольшой откат. И закрыться здесь, если будет такая возможность. Шортистам есть возможность зайти и поставить за объем, те, кто торгует со стаканом. Объем, кстати, убрали. Объем, кстати, убрали. Да. Точно, вот эта сделка закрывается, я в любом случае прекращаю торговлю, так как объем снова выставили. Так как я здесь нарушил, в принципе, зашел 2 раза на повышенный объем. Первый раз, ладно, там была еще такая как бы логическая сделка. И то я, в принципе, кстати, началось все в том, что я не ждал прям остановку цены. Я заходил на импульсе, хотя перед этим, когда анализировал монету, я говорил, что нужна остановка. Так как если будет действительно движение вниз, то будет резкое падение. А тут прям резко очень и не случилось, но в любом случае нужно было ждать остановку. Да, вот так вот. В принципе, кстати, я зашел сейчас толпой, скажем так, примерно. Ага. Там, где перед объемом большинство и заходило. Но я надеюсь, я зашел в нужную сторону. 1 к 1 примерно выставил. За 65 вот стопы. Если 65 мы хватанем, то там уже должен быть импульс. Да это просто.
Как же она ходит? Мне просто уже хочется, чтобы побыстрее закрыла эту сделку, и я морально ушел отдохнуть. Кстати, если закрывает, по идее, в убыток, то я сегодня уже 100% не буду еще раз торговать. Но если закрывает в профит, так у меня появляется еще возможность рискнуть, скажем так, одной сделкой, еще какой-то доллар в ежедневном стопе. Поэтому не знаю, возможно, из-за того, что я нарушал, даже если в прибыль закроется, не нужно торговать. Но здесь было явное нарушение. Только что как-то на автомате, даже особо этого не осмыслив, скажем так, захотел еще докупиться. Вовремя сам себя остановил. Будем пока просто ждать, как закроется эта сделка. Просто между двумя объемами цена стоит. Я немножко стоп подвинул прямо на объем, потому что да, закрыла меня. Вот так вот. Неприятно, неприятно. Ну, ладно, на этом торговая сессия окончена. Я здесь начал со 128, по идее. Закончил почти 123. Так что на этом все. Небольшая часть торговли там с комиссиями-то вернется, но тут я, конечно, понарушал в этой торговой сессии. Постараюсь больше так не делать.